Дорогие мои, всем привет! С вами Дана Таро. Добро пожаловать на мой канал. Я очень рада, что вы со мной сегодня на этом сеансе расклада. Что хочет передать вам загаданный человек? Что хочет сказать в эту минуту? О чем молчит, о чем не решается сказать? Какой разговор ему нужен с вами прямо сейчас? Давайте узнаем. Загадывайте, пожалуйста, своего человека. Сейчас подумайте о нем. Представьте его глаза, лицо, улыбку, его образ, который вам изначально нравился. Постарайтесь сейчас убрать все излишние эмоции, получим информацию для вас. Итак, какой мужчина к нам пришел на расклад? Давайте посмотрим. Мужчина, который однозначно вам по судьбе. Человек, с которым вы выстраивали общую судьбу однозначно, с которым созидали какой-то общий жизненный путь. И не просто так я говорю, что этот человек вам по судьбе, потому как он повлиял на ход событий в вашей жизни однозначно. Это тот человек, с которым не обретешь стабильности на самом деле. То есть есть такие моменты, когда вот маятник из одной стороны в другую, маятник отношений. И вот чтобы стабильность была, да, это история недолгая с таким человеком. При этом можно сказать, что вы этому человеку однозначно по судьбе, что вы с этим человеком связаны некой такой невидимой нитью, и эта связь, она до сих пор существует, потому что она несет в себе большую силу любви. Скорее всего, я бы даже сказала любви вашей, потому как с его стороны здесь созидательность была такого вторичного характера, понимаете, как будто косвенная созидательность. С вашей стороны идет созидательность в отношениях напрямую. То есть вы, скорее всего, больше сил прикладывали для этих отношений. Так, давайте еще посмотрим. Семья здесь просматривается, отношения крепкие, изначально строившиеся на взаимной любви. И здесь даже по сигнификации мужчины может проигрываться продолжение рода, то есть это ваш муж или бывший муж, да, гражданский муж, как сожитель, с которым вы родили общее поколение, будущее. Либо вы что-то с этим человеком, возможно, общее выстраивали, купили квартиру вместе или взяли в ипотеку, например, да, или вы пригласили его в свой дом, он вас в свой дом пригласил. Вот как будто здесь идет, понимаете, под общей крышей за одним столом. И эта история, она как раз-таки происходила вот в своем таком сильном состоянии, чем-то общим, то, что вы создали вместе. Здесь, знаете, еще может, если рассматривать даже не общий дом, возможно, очень длительные переписки, мечты о доме, о семье, о отношениях, которые будут крепкие, будут построены на уважении друг к другу. Но все-таки в большей степени здесь просматривается семейность с человеком, та семейность, которая выстраивается вместе. Так, что еще скажут карты? Ну вот эмоционально нестабильные. Я кубковых мужчин называю именно эмоционально нестабильными, потому что не обязательно можно сказать, что человек, ну, например, загуляет, да, заведет роман на стороне, потому что вот эта нестабильность, она как будто, вы знаете, неуправляема. И именно поэтому колесо судьбы еще здесь говорит о том, что с этим человеком может быть очень хорошо, а может быть и не очень хорошо в какие-то моменты. Человек взрослый, человек эмоциональный,
но вся его эмоциональность больше направлена на самого себя. То есть он может дарить любовь, но он возьмет этой любви от второй половинки гораздо больше, чтобы его вот этот, да, сосуд эмоций, он был всегда наполнен. Как только он чувствует, что опустошается, вот тогда ему нужны эмоции еще от кого-то. Ему мало эмоций от человека, с которым он, ну, проживает, например, да. И такой мужчина, он окунается в компании друзей, иногда, возможно, в выпивку, чтобы как-то отвлечься, да, от бытовухи, той самой, от того быта, который порой вот давит. Может с кем-то знакомиться, общаться, просто даже пофлиртовать, чтобы почувствовать себя мужчиной. Ну и в конце концов здесь проигрывается даже ситуация, что может завести роман на стороне, не думая о последствиях, да, потому что эмоции взяли вверх, но последствия, они всегда приходят в дом той семьи, которую такой мужчина строит. Да. Все тайное становится явным, а он не особо и скрывать умеет все вот эти свои какие-то, да, подвиги на стороне. То есть по нему видно, что что-то с ним не то. Ну да, здесь страсти иногда захлестывали. Скорее всего, вы с ним могли поскандалить, да, когда его что-то не устраивало, выяснять отношения с ним. Возможно, могли как-то доказывать ему истинную правоту, а он стоял на своем. Вот он будет бороться до конца, пока просто эмоционально не получит подавление, да, той, с кем спорит. Но и здесь дело все-таки в страсти. Вот ваша история, она пронизана страстью, которая взяла верх над чувствами. И, скорее всего, здесь в вашей истории появилась та самая страсть на стороне, которая стала, ну, вот просто зерном раздора в ваших отношениях. Так, сейчас что между вами? Давайте быстренько посмотрим, чтобы понимать сейчас на данный момент, потому что эта история уже случилась, что на данный момент. Сейчас либо вы не общаетесь, либо заблокировали друг друга, либо кто-то из вас в черном списке. Вы друг с другом нормально не контактируете, либо проживаете как соседи до сих пор под одной крышей. И еще здесь считывается, что именно вы не хотите этого человека допускать в свою зону комфорта, в свое пространство, в котором вам хорошо, потому что не хотите повторения истории. С одной стороны, вы согласны выслушать, поговорить, что-то прояснить. Вы не против этого, вы все-таки человек здравомыслящий. Но чтобы довериться, вот здесь, конечно, страшновато в этом плане вам. Сейчас ситуация накалена до предела, очень в таком краховом состоянии, болезненном, как будто ваших отношений на данный момент не существует. И как будто на данный момент уже нечего воскрешать, хвататься не за что, работать не над чем. Вот как будто здесь уже дошло все до той крайней точки, когда, казалось бы, ну уже поздно, да, стараться, прикладывать силы, при этом здесь должны быть приложены силы на восстановление отношений с обеих сторон. А здесь все больше и больше ситуация как будто вот усугубляется все-таки, да. И даже здравый диалог здесь не поможет, я думаю. То есть просто поговорить это абсолютно ничего не решит. При этом карты показывают, что у вас боль осталась от этой ситуации. И человек боролся с вами долгое время,
замечая и наблюдая за тем, как вам больно от этого всего. И вы просто на какой-то момент себе сказали: хватит, я больше в этой борьбе участвовать не буду, это бесполезно для меня, я иду дальше. И вы все-таки создали свою зону комфорта после этого, вы поняли, что нужно создать какой-то свой собственный безопасный мир для себя, для тех близких, которых вы можете к себе вот допустить, кому доверяете, кого любите. Но вам безопаснее как-то вот как будто самой по себе, вот именно в своей такой вот энергетической составляющей, в своем энергетическом пространстве. И вы знаете, здесь нападки-то были с его стороны неприятные. То есть он все-таки хотел, даже совершив ошибку, выйти победителем. Он хотел, чтобы вы остались в проигравших, и он очень стоял на своем. То есть какие-то доводы, опять же, да, приведенные ему, касаемо его поступков, они не возымели успеха. И я не скажу, что вам пришлось согласиться. Вам просто пришлось уйти. Когда бесполезно доказывать, когда человек не меняется, единственный выход – это закончить отношения, как бы не было больно. И вы знаете, такое ощущение, что все горело ярким пламенем. Вот то, что вы выстроили, это все просто как будто на каком-то пожаре было, да, вот пожар, и сгорели чувства, эмоции, весь быт выстроенный, вся та жизнь, которая была связана с человеком. Вы научились балансировать, вы научились себя сдерживать благодаря этой ситуации. Вы понимаете, где лучше промолчать, а где высказаться, а где бесполезно что-то говорить. Но вся ситуация, знаете, о ней можно долго говорить с разных сторон. Здесь была двойная игра в любом случае. Здесь человек лицемерил, здесь человек играл. И не только вами, кстати говоря. Да, и не мог определиться, с кем он хочет быть. Вот как будто и от вас не уходил, и к другой не шел. Вот как будто был такой момент, когда он не мог определиться, кто для него дороже, кто для него лучше, кто для него, вы знаете, более привлекателен, возможно. Он еще, понимаете, чем обидел вас? То, что вы старались в ваших отношениях, вы все поэтапно выстраивали, а он вас не выбрал. То есть он задумался, а нужны ли вы ему. И вот это самое обидное. Человек изменил, это больно. Но когда человек думает, выбрать вас или нет, но это гораздо больнее. После всех стараний, после всего, что вы для него сделали, это, конечно, очень некрасиво с его стороны. Некрасиво. Но судят только высшие силы. Если мальчики смотрят наш расклад, то поворачивайте под себя этот расклад, трансформируйте. Что хочет сказать вам загаданный человек, что хочет сказать вам этот человек, что хочет передать. Скучает по вам в любом случае, вспоминает. Прокручивая в голове то, что между вами было, при этом что-то хорошее, что-то очень теплое, что-то очень нежное. Здесь воспоминания идут о вас. Такая своего рода как ностальгия. И ему от этих воспоминаний ему становится хорошо. На душе тепло. Воспоминания о вас его согревают, этого человека. Вы ему снитесь, но сны какие-то некомфортные. То есть вы снитесь либо что вы уходите, либо что вас не стало, да, на этой земле, и ему вас не вернуть. У него сны с вами связаны, те, которые его пугают.
Вот, скорее всего, по девятке мечей это вот те сны, когда человек во сне как будто умирает, да, уходит в мир иной, и приходит осознание, что потеря больше невосполнима, что уже ничего не вернуть, что уже ничего не переиграть. Кстати говоря, когда человек болеет, простывает, чувствует себя физически плохо, очень часто о вас думает, о вашей заботе, о вашем внимании. Как будто вот вы здесь заботились о человеке, теплом окружали, уютом человека. И вот он вспоминает это. Он пытается от этих эмоций убежать. Он пытается скрыться от этих воспоминаний, но волей-неволей они приходят к нему, и сны, и воспоминания, и вот эта ностальгия. Хотя вот между вами-то на данный момент ничего и нет. Понимаете? В тупик зашли отношения, и в этом тупике находятся. Здесь не конец истории однозначно, у меня такое ощущение, что здесь история как раз-таки, она просто на паузе. Приостановлена, зашла в тупик, но решения какого-то вот общего нет. Ну, понимаете, вот видите, карта императрица. Ну, кто ж вы для него? Та женщина, которой больше в этом мире не существует. То есть он понимает, что вы именно та, за кого и нужно было держаться в свое время, не отпускать, быть рядом. Да? При этом, что я хочу сказать, он не понимал вашей значимости в своей жизни. Он не осознавал, насколько вы ценны. Вы для него были подарком судьбы. Вот чтобы создать семью, чтобы иметь стабильность, чтобы быть уверенным в завтрашнем дне, да и в следующем году. С вами можно быть уверенным по жизни человеком. А он этого не понимал. И сейчас, вспоминая, когда ему снятся вот эти сны, да, его пугающие, он оценил вас по достоинству наконец-таки. Теперь он понимает, чего вы стоите, насколько вы ценная женщина в его жизни были, если можно так выразиться. Что он хочет вам сказать сейчас? Что он хочет вам сказать сейчас? Здесь, знаете, даже как будто вот настаивает передать послание, которое у него уже зафиксировано где-то в подсознании. Он вам не говорит ничего напрямую, но здесь вот по тройке пентаклей, как будто вот он даже, понимаете, в потоке передает. Давай, рассказывай, я велю тебе это рассказать. Что велит рассказать? Ну, конечно, такой. Наглости ему не занимать. Да, говорит, я от нее далеко. Между нами целая пропасть непреодолимая. Меня нет в ее жизни. Вот он так и говорит, между нами целая пропасть. И я могу за ней смотреть только со стороны. Вот он как будто говорит, передай, что я наблюдаю за ней, но со стороны. Я не могу к ней подойти напрямую, поговорить, потому что все возможные шансы я упустил. Моя золотая рыбка просто махнула хвостом и уплыла в синее-синее море. Вы ему предлагали или разговор, или предлагали вот как-то прояснить ситуацию. Вы давали человеку шанс, и он говорит, передай ей, я велю тебе, передай ей, что я упустил все шансы. Вот если бы только еще малейший шанс на разговор, и если бы только был шанс все прояснить, то возможно было бы хоть что-то поменять. Но я, говорит, сидел, я ничего не делал, я абсолютно ни единого движения в ее сторону не совершил, ни единого поступка, и у меня больше возможностей на это нет. Я был очень эгоистичен, он говорит. Прости за мой эгоизм. Я эгоистичен. Кстати, вы знаете, здесь малым процентом, абсолютно не у всех, у нескольких просматривающих расклад здесь идет посыл от человека, которого уже нет на Земле. Смотрите, да? Здесь для кого-то идет послание из иного мира.
Вот этот разговор, человек говорит, у меня шанса-то нет уже. Но у многих здесь проигрывается бездействие человека. Он привык, когда порхают вокруг него, но он не привык порхать вокруг кого-то. И он говорит, я эгоист, я до мозга костей эгоист. И мой эгоизм – это даже моя инфантильность. И вы знаете, вот смотрите, да, маленький, подросток, взрослый, мужчина, старик. Вот он всегда будет эгоистом с рождения и до самого ухода из этого мира. Я игрался тобой, я манипулировал твоими чувствами, я нагло с тобой поступил. Он говорит, что вы были, вы знаете, для него как куколка, которой он играл, понимаете? И на какой-то момент эта куколка стала ему не так интересна. Вот понимаете, он игрался вами уже в какой-то момент ваших отношений, вел такую жестокую, я бы сказала, игру с вами, он в этом сознается. Он велит передать, что да, скажи ей, что я ею манипулировал. Манипулировал, потому что я был эгоистом. И это мой самый необдуманный поступок, самый глупый поступок. Я ей что-то, вот он говорит, что-то наговорил он вам. Не говорит, что конкретно, но он говорит, я наговорил ей плохого, я манипулировал, я эгоистичен, я не использовал ни единого шанса, да, не воспользовался ни единым шансом, чтобы исправить ситуацию. Мне было все равно на тот момент, я ее предавал, я ее обманывал. Я был с другой, а она догадывалась, но хотела правды, а я игрался этой правдой. Вот он что велит передать. А теперь я хочу мира между нами. Я хочу мира между нами, я хочу примирения. Я хочу просто, чтобы эта ситуация уже наконец-таки завершилась чем-то хорошим. Вот. Я хочу быть семьянином, говорит он. Все, нагулялся, понимаете, наигрался, нагулялся, наманипулировался, вдоволь всего этого наелся. И теперь ему хочется быть просто вот таким осевшим в доме семьянином. Я хочу говорить спокойной жизни. Спокойной, стабильной жизни. И, кстати, знаете что? Между вами ваша связь, она есть. Вы его можете чувствовать. Вы его можете ощущать, этого человека. Тоже вспоминаете. Либо он вам снится. Вы как будто чувствуете все то, о чем мы говорим. И вы знаете, что, будь он честен, он вам это бы именно и сказал. Эти слова. Но его эгоизм ему не позволяет сознаться. Не позволяет. Здесь может быть дело еще в воздействиях. Приворот, присушка. И так много было лжи. Но и со стороны другой женщины в вашей ситуации ложь была, воздействие Луна. Сейчас столько информации о том, как мужчину привязать к себе, как свести его с ума, можно сказать, да, чтобы он был только твоим. Воздействия здесь были. Возможно, не приворот, но присухи точно. Либо еще человека могут подпаивать, чтобы он был вот в таком всегда состоянии, немножко опьяненном, одурманенном. Очень много лжи было в этой истории, очень много лжи осталось до сих пор. Он утопает уже в этой лжи. И он как будто говорит, что-то в этой истории не то. Как будто она меня одурманила, околдовала. Ваша соперница околдовала. Вот идет вот такое прям слово околдовала. И вся жизнь рухнула. Вот здесь дело, кстати говоря, вот в этом одурманивании. Все окончательно было разрушено тогда,
когда она его одурманила, когда он перестал себя ощущать здраво. Вы знаете, был как будто немножко такой, как ошарашенный. И, возможно, вы видели, кстати, эти последствия. Подрасширенные глаза, в глазах какая-то такая белесость, как туманность, как будто человек ведет себя на автомате и поступает с вами настолько иначе, вы как будто его не узнавали, да. Она хотела с ним, знаете, отношений. Она хотела с ним отношений. И поэтому здесь довела все до крайней точки, чтобы ему не было пути назад. А в итоге они счастливыми друг с другом не стали. Вы знаете, на чужом горе счастье не построить. Можно понять человека, который уходит честно. Вот он пришел домой и сказал: давай мы с тобой расстанемся. Я полюбил другую, я тебе не изменял. Я был честен. Я не нарушил обещания быть верным. Я верен тебе, но я хочу, чтобы мы разошлись. Я люблю другую, я хочу быть с ней. И здесь как бы ни было больно, но это честно. А когда человек побывал уже в чужой постели и снова в вашей, ну насколько это ужасно. Это такая боль узнать об этом. Это подобно смерти. Это как будто садишься на стул на кухне. Слезы текут сами, сказать нечего, и ты умираешь. Медленно, медленно, медленно погибаешь просто от пустоты, от боли, от такой холодности внутри себя. Вы боль сильнейшую испытали, а потом она поняла, что такое ваша боль. Другая поняла, сама счастлива не стала. На чужом горе счастья не построила. Кстати говоря, здесь еще может, знаете, кто проиграться частично? Частично может проиграться родственница его, которая ему врала, лгала, вас грязью поливала, хотела вернуть его к себе, да, чтобы был рядом, любимочка. А в итоге сама счастливой не стала и пожалела, что грязью вас полила. И он счастья больше не видит. Вот здесь вот, понимаете, конфликт, он остался. Негатив, он витает в пространстве. Вот то, что породило зло, то, что породило обиду, боль, где-то ненависть, оно до сих пор осталось. В этой истории нет решения. И он говорит, что я вот был как околдован. Я не замечал, как я с ней в отношениях кружусь, как в каком-то вот опьянелом танце. И он говорит, что они теперь ругаются, друг друга не понимают, счастья там нет, любви там и не было даже никогда. Там все случилось вот на этих помутнениях. Он говорит, что он вас потерял безвозвратно, что вы ему не дадите себя вернуть, не дадите, что он настолько вас измотал, что у вас уже просто нет никаких сил, чтобы снова в это окунаться. Он, кстати, говорит, что он ушел и оставил вас как вот ни с чем, как на сожженном поле, как на пустом месте вас оставил. Возможно, кстати, здесь человек еще и имущество делил в наглую. Да, потому что вы понесли еще и финансовые потери в этой ситуации. Теперь говорит, мне так одиноко без тебя, мне так плохо без тебя. Он говорит, что он будет стареющим, одиноким стариком, одиноким старцем, без мудрости, без любви, без стабильности, без семьи. Да,
А вы знаете, вы с ним из одного теста. Жених и невеста из белого теста. Да. Родные люди, ставшие чужими. Но ставшие чужими, оставшиеся родными. У вас есть все равно чувство к этому человеку, но вам тяжело и плохо от этих чувств. Вы не хотите ничего к нему испытывать. Вам было очень больно. А вот он, посмотрите-ка, да? Он хочет быть с вами. Он хочет быть просто рядом с вами. Потому что он знает, что если случится беда, вы не тот человек, который пройдет мимо беды чужой. И что только с вами можно чувствовать себя любимым и уверенным в том, что его никогда не оставят. В отличие от его поступков. Хочет быть с вами, он любит вас. Смотрите. Человек любит вас. Это однозначно. Ой, какой расклад за душу, прям за душу. Обезумел человек. Безумие захватило и не оставило его. Не оставило его до сих пор. Как был безумцем, так таким и остался. Он даже безумец в том, что на самом деле считает, что вы готовы ему до сих пор дарить свою любовь. Милые мои, я вам желаю всего самого наилучшего. Будьте по-настоящему счастливы и любимы. Мира вам, добра, тепла и нежности. Увидимся с вами на следующем раскладе. Всех вас крепко обнимаю. Всем пока-пока.